Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Баршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. И сегодня я хочу с вами поговорить о Битох Леуми, почему так много индивидуальных предпринимателей делают ошибки, почему, значит, так много ошибок у индивидуальных предпринимателей и на что нужно обратить внимание по поводу Битох Леуми. Прежде всего, когда люди регистрируют свой бизнес, конечно, это стоит делать через Рой-Хешбон, то регистрация происходит в МАМе НДС, в Мас-Ахносе налоговой и в Битох Леуми. На самом деле, многие люди забывают зарегистрироваться в Битох Леуми, которые или не знают, что нужно зарегистрироваться в Битох Леуми, которые, значит, сами пытаются открыть свой бизнес. И бывают случаи, когда Рой-Хешбон, он как бы не предоставляет эти услуги именно по поводу Битох Леуми и так далее. То есть в Битох Леуми на самом деле исключительно важно, прежде всего, зарегистрироваться и зарегистрироваться правильно. Почему? Потому что, прежде всего, Битох Леуми – это страховка, помимо всего прочего. И если вы не застрахованы, то будут проблемы, если у вас будет страховой случай. То есть, что это может быть? Это может быть производственная травма. Вот, это может быть рождение ребенка в случае, значит, у женщины, вы не получите много денег, то есть, которые вам полагаются. Потом то, что происходит помимо регистрации, то, что происходит сплошь и рядом, люди переплачивают, люди недоплачивают в Битох Леуми, что также ведет проблемы со страховкой, ведет проблемы, значит, впоследствии с оплатой в Битох Леуми. То есть, каким образом происходит оплата в Битох Леуми у индивидуальных предпринимателей? Прежде всего, когда вы регистрируетесь, то вы сообщаете им прибыль, которую на самом деле, то есть вы предполагаете, что вы будете получать. Как вы понимаете, что это может быть меньше, на самом деле это может быть больше, поэтому на самом деле надо следить, если сильно изменяется доход, то нужно перерегистрироваться. Значит, потом, когда значит, подается отчет в налоговую, значит, годовой отчет в налоговую, то, что происходит, то есть этот отчет передается в Битох Леуми и происходит перерасчет. На самом деле, если вы заплатили слишком мало вот этих микдамот Битох Леуми, то, что происходит, то есть приходится заплатить очень много и сразу. Поэтому в Битох Леуми на самом деле есть очень много моментов, которые нужно знать и которые нужно просчитывать и, естественно, обращаться к специалисту. То есть есть случаи, когда индивидуальный предприниматель вообще может не зарегистрироваться и не платить Битох Леуми. Например, в случае, когда индивидуальный предприниматель также наемный работник, то есть стоит ли ему не платить Битох Леуми, то есть есть много очень моментов, то есть идет речь часто о тысячах и может быть даже десятках тысяч шекелей, поэтому то есть то, что я вам очень и очень рекомендую, прежде всего проверить со специалистом, действительно, правильно ли вы платите Битох Леуми, правильно ли вы зарегистрированы. То есть, если у вас, естественно, есть Рой-Хешбон, то задайте эти вопросы. То есть, Битох Леуми действительно достаточно много проблем у индивидуальных предпринимателей. И я, естественно, желаю, чтобы у вас с самого начала было все нормально и правильно. Значит, большое спасибо за просмотр. С вами был Владимир Баршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. И ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго, шаббат шалом.